Я хочу вам показать, как готовятся настоящие осетинские пироги. Сразу хочу вам сказать, что я сама осетинка, поэтому осетинские пироги мне очень хорошо знакомы. И также хочу вам сказать, что моя мама была профессиональным кондитером, и все секреты приготовления осетинских пирогов я унаследовала от нее. Сегодня я буду делать пироги из 500 грамм муки. Мука должна быть обязательно высшего сорта. Итак, на 500 грамм муки нам понадобится пачка дрожжей. На пачке дрожжей должно быть написано, на какое количество муки она рассчитана. И в соответствии с этим добавляйте. Также нам понадобится чайная ложка сахара, неполная чайная ложка соли. И теперь самое главное, сколько воды нам понадобится. Здесь у меня 500 миллилитров воды, теплой воды. Вода должна быть теплая, не горячая и не холодная. Сколько понадобится, я вам не скажу сейчас, так как это зависит от муки, от вот этой муки. Мука всегда всасывает разное количество воды, жидкости. Поэтому в процессе приготовления вы почувствуете, что ваше тесто готово. И также нам понадобится растительное масло. Тоже я не могу сказать, сколько конкретно вам понадобится. Здесь у меня 100 миллилитров, но примерно, я думаю, 50-60 миллилитров должно быть достаточно. Когда мы замесим тесто, потом я взвешу остатки воды и масла растительного, и мы рассчитаем, сколько в данном конкретном случае мне понадобилось воды и масла растительного. Итак, для начала нам нужно в теплой воде развести дрожжи и добавить чайную ложку сахара. И оставить на какое-то время, чтобы наши дрожжи ожили. Здесь у меня 250 миллилитров воды. Добавляем чайную ложку сахара и пачку дрожжей. Теперь хорошенько это перемешаем. Теперь нам нужно подождать какое-то время, минут 15-20, чтобы наши дрожжи ожили. Вы увидите, как это выглядит. Посмотрите, как выглядят ожившие дрожжи. Все, теперь можно начинать замешивать тесто для осетинских пирогов. Итак, для этого добавляем неполную чайную ложку соли и добавляем эту смесь. Напомню, что здесь у меня 250 миллилитров воды было. Теперь начинаем замешивать. И в процессе замески, если понадобится, будем добавлять дополнительно воду. Итак, начинаем добавлять воду. Здесь явно видно, что воды недостаточно, так как, посмотрите, еще мука не вся вместилась в тесто. Поэтому добавляем еще воду и опять продолжаем замешивать. Как вы видите, у нас получилось, образовалось тесто. Теперь нам нужно обязательно добавить растительное масло сюда. Посмотрите, сколько воды у нас осталось неиспользованной. Когда я закончу с тестом, я обязательно измерю количество воды оставшейся и сообщу вам. Теперь мы берем наши 100 мл растительного масла и начинаем добавлять в тесто. Тоже добавляем понемногу, по мере необходимости.
Чем дольше будете замешивать, тем лучше будет ваше тесто. Поэтому не поленитесь лишние 5-10 минут замесить тесто. Хорошо почистите по бокам ваш тазик и продолжайте замешивать. Так, очень вам рекомендую проделать вот такие вот движения с тестом. При этом тесто пропитывается дополнительно кислородом, за счет этого оно получится пышнее и мягче. Итак, посмотрите, тесто еще прилипает к рукам, поэтому мы добавим еще немного растительного масла. Там лишние 10-20 мл масла не помешают, поэтому не переживайте, если вы случайно добавите больше масла, чем надо. Просто играем с тестом, чтобы получилось хорошее, очень пышное, воздушное тесто. Можно еще проделать вот такие вот движения. Тесто наше замешано. Посмотрите, какое мягкое оно получилось. И видите, оно совершенно не пристает к рукам. Теперь мы накрываем тесто пленкой, накроем крышкой, можно укутать в одеяло и поставить в теплое место на какое-то время, чтобы тесто поднялось. Примерно рассчитываем на пару часов. Как я и обещала, я проверила, сколько воды и растительного масла у меня осталось. Итак, на 500 грамм муки высшего сорта сегодня мне понадобилось 400 мл теплой воды и 50 мл растительного масла. Но может понадобиться чуть больше или меньше. Всегда смотрите по вашей муке. Прошло 2 часа, и посмотрите, как наше тесто хорошо поднялось. Теперь обязательно нужно размять наше тесто вот так вот и дать ему повторно подняться. Также накрываем пленкой. И оставим еще на какое-то время, может быть на час, на 2. Зависит от температуры на вашей кухне. Прошло еще пару часов, и наше тесто поднялось второй раз. Осталось сформировать тесто нужного веса для выпекания осетинских пирогов. Из 500 грамм муки у меня получилось тесто весом 900 грамм. Я разделила это тесто на 3 маленьких теста по 300 грамм каждый. Я сегодня буду делать картофджин, то есть осетинские пироги с картошкой и сыром. Как сделать начинку из картошки или другую любую начинку на осетинские пироги, вы можете посмотреть в моих других видео. Я поставлю ссылки под этим видео. Главное понять принцип приготовления осетинских пирогов. Тесто и начинка должны быть одинакового веса. Или даже начинка может быть больше, чем тесто. Сейчас начинаем формировать пироги. Теперь переносим наш пирог на противень, который мы уже смазали маслом. Обязательно в пироге в середине сделайте пальцем небольшую дырочку, чтобы пирог ваш не раздулся во время выпекания. Теперь нужно поставить пирог в духовку, которая разогрета до максимальной температуры, которая есть у вас в духовке. У меня 240 градусов. Итак, ставим в духовку и
Ждем, пока наш пирог будет готов. В зависимости от температуры вашей духовки это займет больше или меньше времени, но в среднем 10-15 минут. Пирог готов. Пока пирог горячий, обильно смажем сливочным маслом. Посмотрите, какой красивый осетинский пирог у нас получился. Я вам раскрыла все секреты приготовления пирогов. Следуйте моим советам, и у вас получатся прекрасные осетинские пироги. Приятного вам аппетита! Буду с нетерпением ждать ваших комментариев, насколько хорошие пироги у вас получились. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить еще более интересные рецепты в будущем.